Всем привет! Как я и обещала, первый выпуск моего видеоблога будет посвящен краскам петриковской росписи. Для начала небольшая историческая справка. Первоначально краски предоставляла сама природа. Зеленый цвет – это был сок пырея, желтый – цветочная пыльца и подсолнечник. Красный цвет брался из сока вишни, свеклы или калины. Черный цвет – это была сажа. Голубой – цветочки цикория. Все это замешивалось на молоке, яичном желтке, добавлялся вишневый клей. Позже появились анилиновые красители. Благодаря им появилась такая краска, как гуашь, акварель. И уже дальше в своем творчестве мастера петриковской росписи использовали эти краски. Например, по бумаге рисовали темперной краской, разведенной яичным желтком. Настенные росписи изготовляли темперной краской и гуашью, а по дереву расписывали и под лаковую роспись делали масляными красками. Современные мастера в своем творчестве используют различные краски. Некоторые поддерживают традиции старой школы и продолжают использовать в своем творчестве темперную краску яичный желток. Некоторые предпочитают только гуашь или акварель или масляную краску. Очень многие отказались от всех этих красок и используют в своем творчестве акрил. Какими красками пользуюсь я? Смотрите дальше в видеоблоге. На бумаге я расписываю красками гуашь. Причем у меня нет предпочтения краскам какого-то определенного производителя или торговой марки. У меня есть краски гуашевые, Невская палитра, производство России, гуашевые краски украинского производителя Росса, гуашевые краски украинского производителя торговая марка Гамма, а также есть краски из наборов, которые остались у сына в конце учебного года, я тоже ими пользуюсь. А теперь давайте поговорим конкретно о каждой краске. Краски мастер-класс Невская палитра, производство России. Чем мне нравятся эти краски? Во-первых, они очень долго хранятся и при хранении не высыхают, не меняют своих свойств, не плесневеют. Они цвета у них очень насыщенные. Единственный минус этих красок это в том, что у нас в Украине их можно купить только в наборах, в коробках. Поштучно они не продаются. И в разных коробках одного набора краски могут отличаться тонами. В основном я пользуюсь красками торговой марки Росса, красками гуашь. Мне нравится, что они отличаются огромным выбором цветовой гаммы. Отлично друг с другом смешиваются с красками других торговых марок. Очень мне нравится то, что эти краски можно купить как в наборах, так и поштучно. А также очень удобно, что эти краски могут быть в баночках разного объема. Поэтому если какой-то краской вы пользуетесь больше, чем остальными, то можно купить баночку побольше. Цвета очень яркие у этих красок, очень насыщенные. Они не засыхают быстро в баночках, поэтому ими можно пользоваться длительное время. Основной вариант это краски гамма. В них, к сожалению, больше недостатков, чем достоинства. Но они тоже имеют место в моем творчестве, я тоже их использую. Выбор цветовой гаммы у них небольшой, и главное их достоинство это только дешевизна. Они имеют не очень яркие тона и оттенки, и все цвета практически приближаются ближе к матовым тонам, они не яркие. Они хорошо мешаются между собой и с красками других торговых марок, но, к сожалению, в коробочках очень быстро высыхают. Вот видите, я еще не пользовалась этой краской, а она уже высохла. Иногда имеют не очень приятный запах, и самый главный недостаток этих красок то, что они начинают цвести и покрываются плесенью.
Хотя в детских наборах они лучше по качеству и цвету, в отличие от тех, которые продаются поштучно. Ну и пару слов по школьным наборам. Главный недостаток, что практически все краски из школьных наборов очень быстро высыхают. Скорее всего из-за того, что крышечки сделаны для того, чтобы их смог открыть ребенок, поэтому попадает воздух. Но они тоже имеют яркие оттенки, хорошо между собой перемешиваются. Вот, поэтому я их тоже использую в своем творчестве. Что касается росписи по другим поверхностям, а не по бумаге, здесь я использую акриловые художественные краски. Тут у меня предпочтений нет, я стараюсь выбирать более экономичный вариант. Например, это те же самые краски уже известной нам торговой марки Rosa. Там у нее есть тоже большой выбор оттенков, цветов. Они хорошо перемешиваются между собой и с красками других производителей. Еще я использую акриловые краски торговой марки Santi производства Англии. Они по сравнению с остальными красками также недорогие. Единственный недостаток у них — это маленькая цветовая палитра. Акрил имеет свойство быстро высыхать, поэтому я стараюсь акриловые краски покупать вот в таких вот тубах, а не в баночках. Это удобнее, их надолго хватает, они хорошо закручиваются. Можно использовать и таким образом, можно использовать и таким образом. То есть очень удобно. Для текстиля существуют специальные краски по текстилю, акриловые. Для стекла акрил по стеклу. Но о таких красках мы будем уже разговаривать немножко позже. А для начала нам понадобится только гуашь. Надеюсь, информация была полезной, интересной и не скучной. Следите за выходом следующего видеоблога. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Не забывайте, что мы есть в Фейсбуке, группа Петрикивна. Ссылочка будет в описании. Всем удачи и до связи!